Бизнес-аналитик, с него стартует все, потому что он как раз задает вопрос: а зачем? Крутость бизнес-аналитика, она в первую очередь зависит от того, насколько счастлива команда и насколько счастлив клиент. А мы это не можем, мы не хотим. Или что это вообще? Что он тут придумал? Зачем тебе это надо? Сколько денег ты хочешь за это получить? А действительно ли ты хочешь сделать вот так? Либо вот смотри, у нас есть еще второй, третий вариант. Разговорить любого клиента, который даже не хочет, чтобы его разговорили. Да-да-да. Ну, ты даже, наверное, не понимаешь, с чего начать, вот, но в какой-то момент ты начинаешь. На мой взгляд, сложный клиент — это клиент, который не до конца честен. Ты любишь свою работу? Я ее просто обожаю. Всем привет! С вами проект «Кто такой?». Сегодня мы поговорим о бизнес-анализе. У нас в гостях будут Наташа и Витя. Мы узнаем, какой главный вопрос задает бизнес-аналитик на каждом этапе работы с проектом, когда ребята могут себя похвалить и что значит быть крутым бизнес-аналитиком. Внимание на экран. Витя, привет! Привет. Спасибо, что ты с нами и что ты сегодня проведешь нас вглубь бизнес-анализа. Для тебя вот бизнес-аналитик — это кто? Кто это человек вообще? Это если вот сформулировать одной фразой, правильно? Да, вот примерно вот в одном предложении. У меня пока что, по крайней мере, такая ассоциация, что бизнес-аналитик — это, наверное, какой-то такой самосвал, который вот первый входит и пытается все это разгребсти, и потом уже вся команда идет и более-менее, в таком уже упорядоченном виде уже работает с требованиями, с тем, что нужно клиенту, да. В первую очередь даже помочь разобраться даже самому клиенту, что ему вообще нужно. Только, наверное, не самосвал, а бульдозер, если он выравнивает. Да, вот это очень хорошо, но все зависит, наверное, от проекта, да. Ну, где-то да, это скорее где-то... как такой бульдозер. Если вот говорить, на чьей стороне бизнес-аналитик, он как будто бы должен очень круто разбираться в бизнесе клиента, или он должен в технологиях разбираться, чтобы наладить связь с разработчиками? Вот вы где вообще находитесь? Вот это такой, наверное, экзистенциальный вопрос, да. То есть, на самом деле, он не очень простой, тут нет правильного ответа. Бизнес-аналитик, он скорее, это человек, который может пойти к клиенту и комфортно с ним общаться в рамках домена, да, чтобы и клиент точно понимал, что он разговаривает не просто там с каким-то человеком, который там в принципе не понимает его бизнес и не понимает там специфику работы. Вот, то есть бизнес-аналитик должен пойти и говорить с клиентом на одном языке, но он должен потом вернуться к команде разработки и рассказать условно все, что он узнал от клиента, но уже на языке команды разработки. И точно так же потом поговорить с командой разработки на языке команды разработки и пойти к клиенту и перевести вот все, что он узнал на язык клиента. Вот. Ну, а потенциально еще как-то это все обдумать, переделать и накидать идеи, а что будет, если, например, там что-то пойдет не так или что будет там вот в этом случае. То есть, а где вам учиться? Например, у вас разные домены. Вот сегодня медицина, завтра придет, не знаю, какие-нибудь домашние животные, послезавтра еще что-то. Плюс каждый раз новые технологии. Где вы этому всему учитесь? Вот поделись, как постоянно держать руку на пульсе. Вот я бы сказал, наверное, это примерно как раз вот путь, который у меня был в этом году, да, то есть где-то в начале года у меня был такой прям домен healthcare, потом это началось строительство, а потом это просто смесь разных доменов, вот, и каждый раз ты просто приходишь и понимаешь, ты даже, наверное, не понимаешь, с чего начать, вот, но в какой-то момент ты начинаешь. Я бы сказал, что вот главное качество бизнес-аналитика — это понять просто какую-то основу, да, то есть, условно, как стоит, вообще с чего стоит начинать и чем стоит продолжать, да, и ты заходишь, по сути, в любой домен, и тебе нужно, возможно, от пары дней, если домен очень легкий, до пары недель, или зачастую, возможно, месяц, 2 месяца для того, чтобы примерно разобраться в домене, да, чтобы ты пришел с клиентом и разговаривал с ним на его языке, но, возможно, без такого абсолютно глубокого понимания домена, да, но возможности в нем работать. Но чем больше ты, работаешь в этом домене, тем больше ты уже вникаешь в вот такие глубинные детали этого проекта, и становишься в какой-то степени subject matter экспертом. Да, то есть вот если отвечать на вопрос, наверное, одним предложением, то есть просто какая-то основа, которую ты просто берешь с собой каждый раз, и вот на основе этой основы просто достраиваешь такие доменные знания. То есть вы читаете это все как-то в интернете. Вот вам пришел проект по healthcare, например. И ты читаешь, что, где, что в тренде, что. То есть ты читаешь, чтобы быть консультантом для клиента и ему подсказать, что лучше, что не лучше, так? Я бы сказал, что,
Наверное, нет. То есть бизнес-аналитик, он все же в новом домене не может выступать консультантом, потому что это человек скорее новый в этом домене. Вот, но ты сначала изучаешь вообще, что у тебя за домен, что у тебя за поддомен, да, то есть в какой примерно области вот этого домена вы работаете, какая у вас специфика, какая там лексика, да, то есть хотя бы минимально там глоссарий накидать из самых непонятных слов. Вот, потому что это нужно будет объяснить команде разработки, что означает вот эта вся лексика. И да, ты либо идешь к клиенту и спрашиваешь, просишь его объяснить там какие-то тонкости, либо гуглишь, но проблема в гугле тоже та, что если ты начнешь гуглить, то это будет просто огромнейшее количество информации, и нужно понимать, в какую вообще сторону тебе нужно гуглить, да, и в какой момент тебе остановиться, потому что читать можно там просто абсолютно бесконечно. А что про технические? То есть ты должен разбираться в технологиях, там, как это реализовать конкретно, что-то посоветовать, или это не твоя роль? Я бы сказал, это лично мое мнение, что бизнес-аналитика должно быть общее понимание того, как вообще работают все эти технологии, для чего они нужны. Но, опять же, бизнес-аналитик, он вряд ли, скорее всего, он никогда не будет консультировать клиента по технологиям, потому что для этого есть, огромные специалисты, да, наши разработчики, архитекторы, которые понимают намного больше, чем бизнес-аналитики. И тут главный момент — это скорее выяснить и определиться с тем, что нужно клиенту, да, и пойти к нашим разработчикам и объяснить, что же хочет клиент и для чего вообще все это нужно. И вот, не знаю, там, наверное, в 90 либо даже в 100% случаев наши разработчики, как только они поймут вообще, что нужно, они сами могут предложить варианты, да, и они смогут объяснить плюсы и минусы каждого варианта, чтобы клиент сам мог выбрать именно то, что он хочет. Потому что, тут тоже нет такого правильного ответа, да, у каждой, наверное, и технологии, у каждого варианта реализации есть какие-то плюсы и минусы, вот, и тут уже тоже на стороне клиента выбор, да, то есть до клиента нужно донести, какой есть выбор, но выбор скорее уже за ним. Когда клиент озвучивает свои требования, допустим, он их хорошо озвучивает, он знает, чего хочет и так далее, вы под диктовку записываете или у вас есть какое-то критическое переосмысление? Вот насколько по взаимодействию с клиентом вы себя активно проявляете? Это вообще... Есть ли какие-то правила хорошего тона, что типа надо спорить с клиентом или не надо спорить с клиентом? Вот как это происходит? Это тоже такой очень хороший вопрос, и я вот скажу сразу, что записывать за клиентом вот слово в слово нужно, и это обязательно нужно, но это нужно записывать не руками, это нужно поставить какой-то условный рекординг, да, чтобы можно было потом услышать и переслушать, что же клиент хотел донести, потому что, как правило, если вы говорите о чем-то новом, то вряд ли ты сможешь на первом митинге просто уловить все, да, и запомнить все. Но зачастую все мы люди, да, и клиенты — это также люди, и зачастую, когда у тебя появляется какая-то идея, ты точно не понимаешь, как ее можно реализовать, да, либо зачастую ты хочешь что-то реализовать, но ты не до конца понимаешь, а поможет ли это действительно достигнуть твоей цели, вот, и тут уже включается, бизнес-аналитик, и он должен понимать, что то, что говорит клиент, это скорее такие, первоначальные пожелания, да, которые все же нужно обработать, которые все же нужно критически осмыслить и потом прийти к клиенту и уточнить, а действительно ли ты хочешь сделать вот так, либо вот смотри, у нас есть еще второй, третий вариант, вот, и, возможно, они будут лучше, да, вот смотри, там, плюсы-минусы второго, плюсы-минусы третьего, возможно, нам стоит вот пойти по этому пути, либо, например, по этому, либо, возможно, нам стоит вообще все перевернуть и вот пойти вот так, потому что оно будет проще. И тут еще стоит добавить, что даже если клиент предлагает очень хорошую идею, зачастую эта идея, она описывает как бы такой happy flow, да, а тебе нужно подумать, а что будет, если вот все пойдет не так, да, либо а что будет, если вот есть еще какой-то альтернативный флоу, который мы, возможно, не перекрываем. И зачастую вот эти вот а что если, они могут тоже кардинально просто поменять решение, потому что зачастую про это, очень редко кто задумывается, но это то, что нужно продумать, потому что такие кейсы, они, скорее всего, вылезут, и лучше их узнать в самом начале и проговорить в самом начале. А когда, бывает, слышала от других ребят-аналитиков, что не могут добиться требований от клиента, там где-то что-то сказал, никто ничего не написал и так далее. Вот как вытянуть из клиента, вот как ты говоришь, он не хочет говорить, а тебе надо дать людям работу. Что делать? Я вот
честно говоря, не могу сказать какого-то универсального ответа, да, в первую очередь, наверное, нужно понять, почему клиент не хочет говорить, да, то ли у него там нету времени, то ли, возможно, он, в принципе, сам не понимает, что нужно сделать, и поэтому ты от него, в принципе, ничего не сможешь вытянуть, потому что он сам не знает, да, либо, возможно, не знаю, у него просто нету как-то responsibility, да, или, ну вот, он просто не может дать тебе нужный ответ, потому что, условно, не знаю, ему нужно еще пойти там с кем-то поговорить, либо по какой-то другой причине. Либо, не знаю, он просто с тобой не хочет говорить, просто почему-то. Вот, и в зависимости от каждой этой ситуации, я думаю, ну, нужно какой-то свой разный подход, да, применять, потому что такого общего какого-то решения, скорее всего, нету. Смотри, мы обсудили клиента, вот вы что-то собрали, записали, принесли это к команде. Бывает ли такое, что команда говорит, а мы это не можем, мы не хотим, или что это вообще, что он тут придумал? То есть вы, получается, находитесь между двумя такими сторонами, которые иногда могут друг друга не понимать. Как наладить вот этот мостик? Вот пришел с документом к команде, а там бах, и что вообще вы придумали, и это не очень. Ну, на самом деле, бывает такое? Да, это самая обычная ситуация, и более того, бывает и обратная ситуация, когда вы что-то придумаете там с командой разработки, вы понимаете, что это прям здорово, это круто, а потом приходишь к клиенту и он говорит, не, ребят, точно нет. Вот, то есть тут, бывают абсолютно разные ситуации. Вот, а бывает, что ты что-то придумаешь, да, и пойдешь к кому-то и скажет, ты что, придумал такое? Нет, конечно. Вот. На самом деле все это тоже зависит от команды, все зависит от клиента. Лично для себя я, наверное, просто выработал такую стратегию, что сначала все вот такие вот идеи, я их обсуждаю с командой, да, когда мы точно понимаем, что мы это сделать сможем, мы это сделать успеем, скорее всего, да, тогда я пойду к клиенту и предложу ему вот это вот решение. Потому что по мне довольно странно вот идти сначала к клиенту, да, предложить ему какое-то решение, он скажет, решение вообще очень классное, давайте его делать, да, потом прийти к команде разработки, она скажет, что мы это сделать не сможем по каким-то причинам, по абсолютно объективным причинам, да, вот, и потом возвращаться к клиенту и говорить, идея классная, извини, но мы сделать это не сможем. И он такой, а зачем тогда это мне предлагать было, да, то есть... Это да, а если он сам что-то предложил, и вроде он и ты ответственно там записал, все четко сформулировал красиво, а ребята там как-то не хотят делать. Да, но обычно тут просто есть такое, наверное, очень правильное решение. Это когда клиент что-то предлагает, не говорить сразу, что мы это сделаем, да, говорить, что нам нужно обсудить это внутренне, да, и тогда потом мы вернемся и там предложим тебе, скажем, можем мы сделать это так, либо, возможно, что-то по-другому, либо, в принципе, не сможем сделать. Да, потому что, это тоже так бывает, потому что клиент может что-то предложить, можно обсудить потом это там внутренне с командой разработки условно и понять, что есть вот другие варианты решения, которые вот с нашим проектом они будут гораздо лучше, да, чем то, что предложил клиент. И зачастую это на самом деле тоже огромнейший плюс, да, когда ты приходишь на следующий митинг и говоришь там клиенту, вот ты предлагал вот так вот, да, смотри, а мы можем сделать вот так, и оно выглядит как гораздо лучше, да, и клиент тогда понимает, что ты не просто человек, который вас слушает и все его хотелки записывает, да, а ты вот слушаешь, что ему нужно, и потом предлагаешь свои варианты. Вот, потому что зачастую, наверное, это в большей степени ценится, когда ты не просто выслушиваешь клиента, что ему нужно, да, и просто вы делаете абсолютно, что ему нужно, а когда вы критически к этому относитесь и предлагаете свои варианты. Потому что зачастую, большинство клиентов, с которыми я работал, у них не было такой... наверное, такого майндсета, да, что то, что они предлагают, это единственный правильный вариант. Да, зачастую они понимают, что они что-то предлагают, то, что им нужно с их стороны, да. Если им предлагают в ответ что-то, что, возможно, выглядит еще лучше, то зачастую это воспринимается, просто очень здорово. Позитивно, да. Вы им принесли удачное решение его проблем. Потому что, я не воспринимаю нас не просто как ребят, которые что-то просто делают, да, а тех, кто критически осмысливает, да, и мне кажется, вот зачастую вот западные клиенты, они ценят белорусов, то, что белорусы, они вот что-то обдумают, они могут предложить свои варианты. Вот, то есть они не просто там что-то сделали, что им сказали, они предлагают свое, и, возможно, этот вариант, он будет еще и лучше, чем какой-то вариант клиента. Возможно, нет, но это альтернатива, которую стоит рассмотреть. Отличается ли как-то работа BA на проектах разного типа? Например, там чисто мобилка, там веб или IoT-проект. Есть ли какая-то специфика или можно любому BA, вот сегодня в мобилку, завтра иду в веб, послезавтра IoT?
На самом деле специфика очень сильно отличается, да, то есть, ну, вот как я и говорил в начале, есть какая-то просто основа, вот эта основа, она примерно одинаковая вообще везде, но специфика тут не только уже домена, но и самих технологий, да, она очень сильно отличается. То есть, например, если мы рассматриваем какое-то десктопное приложение, либо там приложение, там веб-приложение, да, с которым пользователь очень хорошо взаимодействует, и, по сути, добавить какой-то там функционал не представляется каким-то таким очень сложным делом. Ну, все зависит на самом деле от функционала, но зачастую все наши веб-порталы, у них огромное количество функционала, и там вопрос уже стоит в том, как пользователь пройдет вот эти вот все флоу, да, и что он получит там в самом конце. И нужно думать об огромном количестве вот этих вот возможностей для пользователя и понимать, а что будет там, если что-то пойдет не так, условно, да. Если мы говорим про IoT, то, как правило, тут специфика немного в другом. Если мы делаем, например, какую-то вещь, да, то зачастую там нету такого огромнейшего количества функционала, там есть огромное количество, ну, скорее, других вопросов с точки зрения таких нефункциональных требований, да, то есть... Взаимосвязи. Да, то есть, например, как пользователь вообще возьмет вот эту вот вещь, да, как она там, не знаю, будет вот физически взаимодействовать с ним, да, насколько она будет вообще безопасна для того, чтобы пользователи ей там пользовались, да, то есть, условно, если у тебя там закроется портал, твой веб-портал, то ты, ну, не особо там будешь переживать. А если тебя, не знаю, как-то вообще не очень удобно будет пользоваться вот этой вещью, да, то, скорее всего, это будет, ну, очень таким критичным блокером, да, то есть, насколько даже там батарея будет там держать, да, вот, насколько будет позволять автономно работать с вот этим вот девайсом. И там уже больше поднимаются вопросы именно с технической точки зрения, то есть как что-то реализовать. Если мы говорим про порталы десктопную версию, то это скорее про то, что нужно реализовать, да, а в интернете вещей это больше про то, как это нужно реализовать. Вот. Ну, мобильное приложение тоже отдельный такой мир, наверное, да, бизнес-анализа. И я бы сказал, ну вот я слышал одну историю, что одно даже из самых таких критичных моментов в том, что когда ты разрабатываешь мобильное приложение, да, нужно понимать, например, какая диагональ у тебя экрана, да, и сможешь ли ты, там, держа в одной руке, даже пальцем дотянуться вот до вот этой вот кнопки, да, это то, о чем ты в принципе не будешь думать на веб-портале либо там на десктопном приложении. Вот, поэтому, ну и на веб-портале я бы тоже сказал, что там тоже огромное количество своих нюансов, но это больше все же похоже к какой-то такой, к веб-разработке, наверное, да, и к порталу, чем к интернету вещей. Крутой BA, прям вот просто крутой BA — это кто? Вообще, какими он качествами обладает, и вот как его узнать из толпы? Вот крутой BA, опиши его. Это крайне сложный вопрос на самом деле, да, не знаю, мне кажется, на самом деле вот этот вопрос нужно больше адресовать именно клиентам и команде разработки, да, потому что у бизнес-аналитиков у них, наверное, такой немного замыленный взгляд, потому что все они считают себя крутыми бизнес-аналитиками, да, вот, и вот он я, вот, можете просто с меня срисовать, но на самом деле я бы больше сказал, что это фидбэк от команды разработки и от клиента, да, то есть насколько им комфортно работать, насколько вообще они счастливы от того, что у них там бизнес-аналитик, да, то есть вот я бы сказал, что крутость бизнес-аналитика, она в первую очередь зависит от того, насколько счастлива команда и насколько счастлив клиент. Если они счастливы, если все идет хорошо, то, наверное, это крутой бизнес-аналитик, да. Вот. Но если они на самом деле несчастливы, то я не скажу, что это не крутой бизнес-аналитик, возможно, дело в чем-то другом. А я бы еще добавила конечный пользователь. Есть команда, да, безусловно. Безусловно, конечный пользователь. Вот, но зачастую именно проверить, там, насколько счастлив конечный пользователь, сложно в момент именно разработки, либо сразу после разработки, потому что есть такой очень большой временной лаг. Да? Но это на самом деле тоже, мне кажется, вот, возможно, это самый критичный пункт, да? То есть насколько счастлив вообще конечный пользователь. Потому что если он будет счастлив и клиент, и будет счастлива, скорее всего, и команда разработки. Супер, прекрасно. И прям финальный вопрос. Ты любишь свою работу? Я ее просто обожаю. Вот. Счастливый человек. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Вань. Дай 5. Вообще супер интересно. Сейчас будет Наташа, и нам это все дополнит. Поэтому, видишь, легко сели, поболтали, ну и да, стресса даже как-то не даже было. очень быстро, на самом деле, и здорово получилось. Наташ, привет. Привет. Мы тебя рады видеть в нашей студии Softec TV и поговорить с тобой сегодня про бизнес-анализ и твое личное место в профессии. На твой взгляд, насколько бизнес-аналитик должен разбираться в
технологиях каких-то, быть подкованным, и какие софт-скиллы критически важны для этой работы? Мне кажется, что сейчас уже особо явно, что хард-скиллы можно прокачать. Сейчас столько разных курсов и возможностей, особенно сейчас, онлайн, разных школ и вариантов потренироваться. Поэтому я считаю, что хард-скиллы — это то, что можно прокачать, и то, что человеку легко увидеть, что ему чего-то не хватает. Ему подскажут, что тебе вот там не хватает техник по бизнес-анализу или не хватает каких-то знаний там банально по программированию немножко. Вот. В то время как софт-скиллы самому тяжело заметить, что чего-то не хватает. И это тяжело восполнять, как мне кажется. То есть если у человека нет каких-то качеств обязательных, например, коммуникабельность, разговорить любого клиента, который даже не хочет, чтобы его разговорили, вот, то это очень сложно тренировать. Поэтому даже сейчас на собеседованиях мы смотрим на хард, на софт-скиллы, но в первую очередь на софт, потому что мы уже проходили варианты, когда именно из-за недостатка софт-скиллов человеку приходилось уходить. А как вот, если посоветовать прокачивать, да, или как ты сама прокачиваешься в софт-скиллах? Окей. Вот. Самый классный вариант, да, это просить фидбэк. Просить фидбэк у команды проще, чем у заказчика. Просить, провел митинг, и спросить у тех, кто был на митинге с нашей стороны, со стороны Софтека, как все прошло, как я вела, понравилось ли вам, там, банально, там, даже шутка это была уместна, неуместна. Ну, то есть фидбэк лучше всего дает понять, где что надо подкачать. Круто, отлично. Давай перейдем уже непосредственно к работе. Вот приходит проект. Есть разные стадии, да, там пресейл, потом старт проекта, разработка, там какой-то релиз. Какова роль бизнес-аналитика, на твой взгляд, на каждом из этапов работы на проекте? Ну, вообще мы всегда за то, мы это бизнес-аналитики, чтобы нас привлекали как можно раньше. У нас на пресейле есть бизнес-аналитик, потому что этот вопрос «зачем?», который наш основной, с него все стартует. То есть к нам в Софтек приходит клиент, и мы сразу спрашиваем: а зачем? Зачем ты пришел? Зачем тебе надо то, что ты просишь? И оттуда мы предлагаем уже решение. Поэтому на пресейле вопросы: кто твои пользователи, как они узнают о твоем сервисе, сколько ты денег хочешь заработать, есть ли у тебя какая-то маркетинговая стратегия. Вот эти все вопросы задает бизнес-аналитик на пресейле. Вот. После пресейла, когда уже Софтек предложил какой-то solution, и заказчик согласился, все, подписали контракт, аналитик уже детализирует этот solution. То есть мы уже понимаем конечную точку, куда мы хотим прийти, но путь как раз надо прописать, как мы туда придем. То есть это спецификация требований, и там написано, что там какой-то application должен делать, или, не знаю, девайс, у нас же много IoT-проектов. Вот, то есть, что девайс должен делать, какие-то технические подробности. Вот, то есть, сам после пресейла процесс разработки от аналитика требуется в основном спецификация и, конечно, много вопросов у команды, много предложений у команды. Мне очень нравится в Софтеке то, что все ребята креативные, и когда все знают, зачем мы что-то делаем, есть что-то, что говорит заказчик, что предлагает аналитик, но и девелоперы тоже предлагают очень классные вещи. И мы всегда это, приветствуем. Вот. И после того, как приложение выпущено, оно идет либо к юзерам, либо к бета-тестировщикам, и этот фидбэк надо обработать. Вот, то есть понять, это там единичный запрос или это действительно всем будет мешать и надо переделать до того, как это в широкую публику идет. В общем, пост-продакшн, скажем так, там аналитик обрабатывает фидбэк от пользователей и помогает спланировать следующий релиз. Каковы риски в работе бизнес-аналитика? Насколько критично, если вот вы что-то забудете, если вы не спросите и не пропишете? Вот скажи с этой стороны. Это очень классный вопрос, потому что действительно, так как с аналитика все стартует, риски, самые крупные идут вот на эту часть. То есть, когда все еще только в процессе обсуждения, гораздо проще что-то, скажем, передумать, чем когда уже есть спецификация, и тем более, чем когда уже написан код, и тестировщики нашли какое-то упущение. Поэтому все аналитики знают, что вот на нас есть такая ответственность все продумать. Но, к счастью, на многих проектах у нас есть ревью.
То есть Ревью бизнес-требований? техническими, да. То есть бизнес-требования, в принципе, мы не ревьюем, то есть там сколько пользователей мы хотим. Окей. А вот именно сам solution, как мы туда придем, у нас всегда технические специалисты сеньорные ревьюют наши предложения, и это очень подстраховывает. То есть на этом этапе, когда еще код не стартовал, у нас уже есть такая опора, да. Если брать именно общение с клиентом, бывают условно сложные клиенты. Вот для тебя сложный клиент это какой? Там, не знаю, они не хотят формулировать требования, или они действительно не могут сказать, зачем вообще это нужно. Вот на твой взгляд, сложный клиент это какой? На мой взгляд, сложный клиент — это клиент, который не до конца честен, я бы сказала. То есть из которого сложно... Вот как может проявиться сложность, когда мы созвонились и решили что-то одно, потому что он там сказал, хочу вот это, хорошо, тогда предлагаем тебе такой solution. Мы его закрепили, выслали, подпиши, посмотри, а он говорит нет, начинает откатывать, начинает что-то передумывать. Мы понимаем, что изначально он не был до конца честен, и поэтому вот несколько раз приходится по кругу ходить. К счастью, в Софтеке это редкий случай, чтобы какие-то такие сложности всплывали. Вот, по крайней мере, мне, может, так повезло. А какие-то сложные, вот на твой взгляд, самое сложное в работе BA это что? Самое сложное, когда кто-то просит что-то сделать и, знаешь, сделать, чтобы сделать. То есть у аналитика со временем мозг настраивается на то, что для всего нужна цель, для всего нужно понимать, зачем. И когда проектный менеджер просит следовать какому-то процессу для того, чтобы следовать процессу, аналитику сложно. Потому что, а зачем? Этот вопрос, он крутится все время. Он на жизнь, кстати, переходит. Да. И в жизни начинаешь себе пытаться все объяснять. Вот. И вот это вот делать ради того, чтобы сделать, это демотивирует. И вот это, я бы сказала, сложность. Окей, да, когда нет цели, да? Нет цели, да. Или кто-то говорит, мне сказали, и поэтому надо. А ты спроси, зачем? То есть, да, когда нет. Окей. Я поняла, то есть главное уметь спросить, зачем в нужное время, в нужном месте. Понимать, да. Вот тратишь свое время жизненное. Зачем ты его тратишь? А ты можешь, пожалуйста, рассказать, возможно, не все ребята знают, какие документы заполняет бизнес-аналитик, ваша рутинная работа, как ты говоришь, спецификация, перечисли все, какие документальные вещи, которые делает бизнес-аналитик, и какими инструментами, может быть, каким-то программным обеспечением, вашим классическим, которым вы пользуетесь. Вообще у нас основных таких документов два. Это Vision and Scope документ, который делается... в идеале должен делаться на каждом проекте, и он описывает бизнес-цели, пользовательские цели, high-level scope проекта, то есть как раз отвечает на вопрос «зачем?» и такой high-level solution предлагает заказчику. По этому документу нельзя разрабатывать, но по этому документу можно оценить примерно, сколько займет проект или первый релиз. То есть Vision and Scope как раз отвечает. Да. И второй документ — это спецификация, Software Requirement Specification. Там уже написано, как делать. То есть что сделать и как делать. Там технические все требования, моменты, диаграммы. Вот. Много еще может быть каких-то дополнительных, но классические — это два документа. И вы постоянно, то есть идет, например, проект в разработке, и вы вносите изменения. Поэтому Vision and Scope вы уже не вносите, не вносим, да? Но можете дополнять там требования, изменять и так далее. Просто это вписываете, и постоянно заказчик это утверждает. Абсолютно так, да. Постоянно утверждает. И, кстати, Vision and Scope может меняться только если, например, на рынке что-то поменялось так, что у заказчика другая бизнес-цель. Тогда мы можем и ее туда записать или поправить старую, потому что она уже устарела, и мы тогда прослеживаем, как новая бизнес-цель влияет на требования, влияет на спецификацию. Вот. Но это редко бывает. Обычно Vision and Scope пишется один раз, и просто как бэкграунд для всех решений, как такая призма для всех решений. А вот уже фичи — это уже такой более flexible, можно добавить, убрать и поправить спеки. Хорошо.
Ты можешь назвать какие-то боли в работе BA, которые вот прям могут из проекта в проект случаться, и ты думаешь, ну опять вот это, вот что вот такое, чтобы вот в идеале ты бы хотела, чтобы этого не было? Что может быть такое? Чтобы не было. Да. Ну, у меня таких болей нет. В принципе, мне все нравится, что я делаю. Единственное, я тут, наверное, не буду оригинальной, когда не читают ребята спеку, это больно. Разработчики? Да, да. Бывает, то есть. Бывает такое. На самом деле тоже в софттеке это редкость, но бывает такое. Может быть, ценность спеки не до конца понятна, и как раз это видео позволит добавить ей ценности. Вот. Но да, когда сталкиваешься, что что-то заимплементировано, то есть уже даже тестировщик находит, что что-то сделано не по спецификации, потому что там что-то девелопер сделал просто по-своему, хотя это описано и заапрувлено, как ожидается. Вот. Ну, я бы не сказала, что это, знаешь, такая боль, прям я сижу и плачу. Ну, просто такое как бы расстройство, ну, может быть, я не до конца хорошо описала, может быть. То есть в чем причина, почему не читает человек? Вот. А так, не знаю, мне все нравится, нету болей. Окей, а Витя нам говорил, я думаю, потом вырежет, что эта боль, говорит, эта фраза «требования недостаточно хорошо прописаны». Ой, это, кстати, очень классная фраза для всех обвинить того, кто писал требования. Либо там слишком детально, либо там, наоборот, этого не было, и поэтому я додумал. Да. Вот. Ну, есть такое, но я с этим редко встречаюсь, честно скажу. Может быть, я просто не принимаю это близко к сердцу, потому что, мне кажется, это важно для вообще всех профессий, когда кто-то критикует работу, не принимать это на себя. Но это надо тоже прокачивать. Да. Я вижу, что вот многие начинают сразу прям себя защищать, а ведь это шанс, наоборот, увидеть место, где можно усовершенствоваться. Крутой бизнес-аналитик, насколько он может помочь в рамках всей компании добиться поставленных целей? Вот ты маленький, ну, условно, ты один из 300 человек в софттеке. Как ты думаешь, как твоя работа классная может повлиять на успех компании? Я думаю, она влияет, может быть, не сильно, но чуть-чуть. Каждый сотрудник влияет на успех компании, потому что когда мы знаем стратегию компании, и спасибо софттеку, что мы всегда ее знаем, Customer Intimacy, например, вот, мы принимаем свои решения каждый день, общаясь с заказчиком, или продумывая нам сделать быстрее, но попроще, или подороже, но посложнее, мы отталкиваемся от стратегии компании и думаем, а как это повлияет на компанию. И таким образом, каждый маленький вклад делает чуть ли не каждый день. Но для аналитика, так как мы очень много общаемся с заказчиками, мы формируем имидж компании в глазах заказчика, поэтому я считаю, это супер важно. Я еще такой вопрос спрошу. Что бы ты пожелала? Условно представим, что ты аналитик на проекте, у тебя есть команда проекта, которая тебя смотрит в прямом эфире, миллионы просмотров. Что бы ты им пожелала, что бы ты хотела сказать такое, чтобы они лучше поняли твою работу и чтобы помогло вам вообще наладить совместную работу? Что можешь им сказать? А меня смотрят аналитики или вообще Ну, все? условно, как будто вот все ребята из твоей команды, какой-то проектный, тебя смотрят, и вот у тебя есть возможность высказаться, чтобы они тебя поняли, вообще твой труд и твой вклад. Что бы ты им хотела сказать, чтобы вот они тебя лучше понимали? Чтобы они лучше понимали аналитиков, да? Да. В целом или меня? Интересный вопрос. Я скажу так. Ребятам, чтобы нам всем кайфовать от того, что мы делаем, мы должны понимать, зачем мы это делаем и каков наш успех, то есть что является нашим успехом. Аналитик — это как раз тот человек, который это все выясняет, проясняет, поэтому это ценность аналитика. То есть когда вы запутались, когда вы думаете, что мы беспросветно девелопим и ничего не происходит, спросите, а вот что в итоге будет и сколько туда еще идти. Аналитик вам это подскажет, это всегда вдохновляет и мотивирует.
Шикарно. Это прекрасный ответ. Наташа, спасибо тебе. Спасибо. Очень круто, такое душевное погружение в бизнес-анализ. Мне очень понравился. Я придумала такой жест, который будет в конце каждого видео.